Здравствуйте. Прошел год с тех пор, как я залил полы из эпоксидной смолы и горбыля и этих камушков. Что с ними стало, что произошло, сейчас покажу. Здесь люди живут уже год, но как бы такое положение немножко недостроя. Света нормального так и нету, поэтому я ждал, что думал, качество было получше. Сейчас буду показывать вам все свои косяки, что произошло. Вот, появились вот такие трещины. Не везде, конечно, но они все-таки есть. Где-то есть и больше. Доска была недостаточно сухая. На сушилке мы тогда сэкономили. Это, кстати, старая трещина, это залитая. Получается, что надо реставрировать. Но доска, получается, высохла зимой, когда дали отопление и все остальное. Но в плане износа и всего остального, вот тот выбор масла и сам по себе покрытие оказался довольно-таки износостойким здесь, потому что что только не происходило. Вандалы ставили двери, все покоцали. Ну, не то, что все, какие-то места, где они ставили. И получается, вряд ли там снимали обувь. И, в общем, ходили как хотели. Сейчас что можно тут сделать? Вот эти всякие трещинки, их можно залить так же самое или смолой, или там еще есть там пару способов, которые тоже довольно-таки интересны. Я бы, конечно же, сейчас хотел бы все отреставрировать и дать ему еще постоять год. Кстати, вот эта трещина, это старая, которую я заливал в прошлом году. Обидно, конечно, что он за те там 2-3 недели, которые лежал здесь, сразу не потрескался, чтобы я его сразу залил. Вот. Здесь вот есть место, где смола отошла от доски. Ну, таких мест на самом деле, наверное, в каждой комнате одно, ну максимум два. Больше я не видел. В основном трещины доски из-за того, что она была недостаточно сухая. Клиент результатом доволен, претензий не выставляет. Говорит, будет время, приедешь, замажешь трещины. Когда замажу трещины, залью, точнее, их там, полы будут смотреться еще эстетичней. Повторюсь, что в доме плохое освещение. Как бы постоянного еще не сделали. По каким причинам, не знаю. Сейчас вот покажу отдельные там комнаты в коридоре. Я не знаю, просто здесь свет включается. Вот здесь тут кухню ставят. Все топчатся. Вот здесь получается самое-самое ходовое место. Это как бы вход в дом, который без ковров и прочие штуки. Видите, на полу сейчас всякие там опилки. Это после того, как я пилил под экран, еще до конца не прибрался. Вот эта дорожка, по которой все ходят и топчатся. Видите, есть старые трещины, которые я как бы залил, и новые, которые появились. Вот это следы, дети на гироскутере катались. В общем, полы прожили год. Я думаю, проживут еще не один. Вот одна из самых таких жестких щелей, трещин, когда доска высохла, рассохлась. Ну, правда, не самая, наверное, тут кому как.
Вот еще одна. Ну, получается, наверное, в процентном соотношении, если вот так взять, посчитать, растрескалось, ну, 5% досок. Я считаю, что это немного, потому что, ну, на сушилке мы, правда, сэкономили там типа около 100 тысяч рублей. С учетом всех доставок, погрузок, разгрузок. Мы находимся в том районе, там, где их поблизости нету. Полы почти такие же, как и были. За год, по идее, они при выборе этого масла не пожелтели, с ними такого глобального ничего не произошло. Вот вам пол, вот для сравнения потолок, который покрашен другим маслом. Но он, правда, ему потолку 2 года. Полугод. Здесь живут. Гантельки стоят. А вот еще, видите, трещина большая. И вот если вот разобраться, то вот комната одна. И смотреть, где есть трещины. Вот одна. Вот другая. Вот вторая. Здесь больше нету, это старая. Так что вот такой вот результат спустя год. На эту комнату примерно 4 доски с трещинами. Исправлять их, не знаю. Наверное, на все, весь дом я один отреставрирую, наверное, за неделю. Не больше. Когда буду реставрировать, скажу вам стоимость и, наверное, что-нибудь еще расскажу про этот пол. И с какими нюансами столкнулся. Всем спасибо. До свидания.